Любовный кекс. Я 10 лет молил жену о детях. Теперь поздно, она бесплодна? 33-летний мужчина поделился душераздирающей историей. Все его надежды построить семью мечты рухнули в одночасье. Говорят, что родить ребенка – святое право каждой женщины. Отказываться от него или нет – ее личное дело. Но что делать мужчине в ситуации, когда жена отказывается заводить детей? Я 10 лет умолял жену родить ребенка. Я мечтал о том, что у нас будут общие дети, хотел их растить, учить всему, что знаю, воспитывать и окружать любовью. Но жена отказывалась. Она говорила, что хочет сначала построить карьеру. И вот однажды мне позвонили и сказали, что мою жену увезла скорая. Она сама вызвала врачей из-за сильных болей в области таза. Меня тогда не было в городе, я смог вернуться из рабочей поездки только на следующий день. У врача к тому времени уже были новости. Жене сделали трансвагинальное УЗИ, компьютерную томографию, и оба исследования показали, что у нее рак яичников. Жена, услышав это, разрыдалась, а я будто окаменел. Просто не знал, как реагировать. Врач продолжил объяснять, сказал, что ей придется удалить все репродуктивные органы, матку, яичники, фаллопиевы трубы. Конечно, у нее после этого никогда уже не будет детей, и даже суррогатная мать не поможет, ведь яйцеклетку взять будет неоткуда. Когда я это осознал, меня просто подбросило со стула от ярости. Столько лет я упрашивал ее родить, так мечтал о семье. Но она отказывалась, потому что хотела сперва состояться как профессионал. Мне казалось, что все уже можно. Мы ведь так долго упорно работали, карьеру можно считать состоявшейся. И тут вдруг такие новости. У меня никогда не будет детей. Никогда не будет семьи. Мужчина признался, что не смог с собой совладать. Вскочил со стула и выбежал из палаты. И даже домой не поехал после этого, а помчался в отель, чтобы справиться со своей злостью, гневом и другими переполнявшими его эмоциями. Жена пыталась его остановить, взяла за руку, сказала, что они всегда смогут усыновить малыша. Мне невыносимо было это слушать. Я хотел своего ребенка биологического. Из-за нее я лишился этого счастья, продолжает он. Впрочем, сейчас брак на грани распада. Женщина в ярости из-за того, что муж бросил ее в такой момент, а он опустошен из-за крушения всех его надежд на нормальную семью. В этот момент все мужчину в один голос осудили. Ведь не факт даже, что его жена выживет. Похоже, что рак обнаружили довольно поздно, а он мне просто не поддержал ее. Он видел в ней только инкубатор для вынашивания своих детей, и теперь в ярости из-за того, что смертельная болезнь разрушила его планы на жизнь их обоих. Ему просто плевать на нее, на ее чувства. Он видит только себя, его волнуют только собственные желания. Гневные комментарии сыпались один за другим. Но ведь у этой ситуации есть и другая сторона. Если мужчина отказывает женщине в детях, его осуждают, а ей советуют его бросить и найти нормального отца их будущим детям. Нельзя отнимать у женщины право на материнство. Но как быть мужчине, если его лишают права на отцовство? Ведь если он оставит жену из-за нежелания рожать, общество его все так же однозначно осудит. Друзья, вот такая реальная история из жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. Если мужчина отказывает женщине в детях, его осуждают, а ей советуют его бросить и найти нормального отца их будущим детям. Нельзя отнимать у женщины право на материнство. Но как быть мужчине, если его лишают права на отцовство? Ведь если он оставит жену из-за нежелания рожать, общество его все так же однозначно осудит. Друзья, вот такая реальная история из жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.